Друзья, всем привет! Это вторая часть мастер-класса «Коктейльное платье на корсете». Итак, продолжаем работу. В первой части мастер-класса мы с вами практически сшили корсет, то есть верх платья. И на этом этапе мы должны были произвести примерку. И только после этого мы приступаем к раскрою юбки. Измеряем нижний срез корсета. И на основе этого измерения кроим юбку полусолнца. Формула юбки полусолнца: радиус равен обхват талии, деленный на 3,14. Раскраиваем юбку из основной ткани и из подкладочной. У меня подкладочная юбка немного короче, а вы делаете на 5 сантиметров короче основной. Теперь обработаем средние срезы спинки на юбках и будем пришивать их к корсету. Начинаем с лицевой юбки, соединяем центр юбки и центр корсета по линии талии, ставим иголочку. Далее соединяем по центру спинки вровень, ставим иголочку. Теперь распределяем юбку по срезу корсета и ставим иголочки. Лучше это делать на ровной поверхности. Ставьте побольше иголочек, чтобы у вас не сместилась ткань во время шитья. Вот так мы все собрали, и теперь прокладываем строчку на машинке со стороны юбки на расстоянии 1 см и 2 мм. Вот как у нас получилось. Теперь пришиваем подкладочную юбку к подкладке корсета. Также собрали на иголочке и проложили строчку. Все аналогично. Вот так выглядит наше платье теперь. Пришиты обе юбки. Вот так у нас с изнаночки выглядит. Все аккуратненько, красивенько. И теперь мы приступаем к пришиванию молнии. Область пришивания молнии я проклеила дублерином и разутюжила небольшой участок места соединения корсета и юбки. Теперь берем потайную молнию длиной 50 сантиметров и пришиваем ее вручную к среднему срезу спинки. Вы можете ее приметать сначала. Длиной от талии она у вас должна быть около 20 сантиметров. Не пришивайте ее на всю длину. Вот так мы закончили, повернули. И вот здесь я закрепляю. Я никогда не делаю закрепку рядом с молнией. Вот так это выглядит. Теперь верхний кончик вот так мы загибаем, оборачиваем подкладкой, делаем небольшой перекант 1 мм лицевой ткани на изнанку, держим и подкалываем иголочкой. Теперь соединим в области талии. Швы должны прийти вровень. Поставили иголочки и распределяем ткань. Соединяем иголочками лицо и изнаночку. И теперь прокладываем строчку недалеко от молнии. Теперь вверху молнии срезаем уголок и выворачиваем зубчики молнии на лицевую сторону. Вот так. Все хорошо. Теперь можно зашить лицевую юбку и подкладку. Соберем вот так молнию пополам. Закрепим ее. Также соединим срезы юбки иголками вниз от молнии. Поставили пару иголок. И теперь будем шить очень близко к молнии, к той строчке, к которой пришита молния. Шьем с небольшим заступом. Начинаем строчку немножко раньше, чем заканчивается пришивание молнии. Вначале я шью лапкой для пришивания молнии, для того, чтобы как можно ближе подобраться к строчке.
Затем я меняю лапку на обычную и продолжаю строчку. Вот так основную юбку мы собрали, зашили средний шов. Вот так она у нас выглядит. Проверяем, все ли хорошо. Теперь подкладочную юбку зашиваем. На расстоянии 2-3 сантиметра ставим иголочку, и от этой иголки мы делаем строчку. Зашиваем. Смотрим, как у нас все получилось. Все зашито. Здесь вы можете укоротить молнию, конечно. Теперь для того, чтобы соединить по линии талии лицо и изнанку корсета, нам с вами нужно по центру спинки, в точке соединения юбки с корсетом, нам нужно сделать надрез припуска корсета для того, чтобы мы могли его отвернуть вниз. Теперь соединяем припуски на талии, лица и изнанки между собой. Обязательно стыкуем все швы очень точно и прокладываем строчку, соединяем и обрабатываем оверлоком. Вот так у нас выглядит теперь. Все у нас чистенько с изнаночки. И теперь пришло время обработать нижние срезы юбок. Лицевую юбку я обработаю простым способом. Обработаю оверлоком и проложу строчку по самому краю. Вот таким образом. Вот я попадаю иголочкой на миллиметр от среза. Вот так у нас получается. Теперь разутюживаем швы по центру спинки на юбках. Поутюжим молнию через проутюжильник обязательно легкими движениями. Также отутюжим нижний срез платья. И на этом наше коктейльное платье абсолютно готово, с чем я вас и поздравляю. Платье получилось замечательное, на подкладе, с чашечками, с косточками, все как положено. Друзья, если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.